Жизнь и события в геймдеве развиваются так же быстро, как и во всем мире в целом. И последние новости, которые связаны с Konami, на самом деле радуют игроков. Конечно, далеко не всех, и у многих присутствует вполне справедливое опасение, но тем не менее. Можно заявлять, что Konami потихоньку возвращаются, и вполне возможно, что с ними возвращается и их былая слава, и их былых игр. eFootball не исключение, и вполне возможно, что уже вскоре eFootball вернется на свое законное место. Причем здесь Silent Hill и что ожидать в будущем. В рамках сегодняшнего ролика предлагаю это все обсудить поподробнее и, скажем так, скомпилировать все эти темы воедино. Как и всегда, вы на канале Realistic PS, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну а мы приступаем к дискуссии. После такого вполне сумбурного вступления у вас вполне мог возникнуть вопрос. Реалистик, какой Silent Hill, причем здесь возвращение eFootball, когда Konami успели исправиться? На самом деле, Konami еще ничего не успели толком и сделать, просто, судя по всему, они встают на путь истинный. Скажем так, есть хорошие предпосылки к их неплохому возвращению, а в частности, снова изменение приоритетов у студии. Ведь, как вы все знаете, сейчас у Konami приоритет в пользу мобильных игр, а если быть точным, то в пользу мобильных дрочильн, которые намного прибыльнее и куда менее затратные по производству. По сути, такая же судьба постигла и eFootball, потому что на данный момент на всех актуальных платформах эта игра не тянет на Next Gen, зато донатов с нее летит прям просто тонна. Но не так давно Konami провели отдельную выставку по своей легендарной серии игр Silent Hill, и после этого появились разговоры о том, что Konami возвращаются на рынок консольных и ПК игр. И вполне возможно, что подобные планы не обойдут стороной и eFootball. Конечно, опять же, у многих присутствует тот самый скепсис по отношению к студии, потому что за последнее время она уж больно успела сильно подпортить впечатление о себе. Но кто знает, может быть, вполне успешный релиз обновленный Silent Hill и будущих игр из этой серии поможет нам вернуть нашу серию обратно, а в частности я говорю про серию eFootball. Такого же мнения придерживается и Ренан Гальвани. Инсайдер считает, что это может стать началом новой эпохи в данной студии, и вполне возможно, что уже в ближайшее время нас ожидают положительные изменения. Опять же, ссылаясь на Ренана Гальвани, по его словам, будущее и контент eFootball уже давным-давно распланирован. И имея за плечами какую-никакую, но все-таки поддержку со стороны игроков, хотя опять же далеко не всех и не во всех отношениях, но тем не менее разработчики могут сделать что-то да хорошее. Ведь опять же, если посмотреть в будущее, то уже к следующей весне, к следующему лету и уж тем более к следующему футбольному сезону eFootball плюс-минус, но должна стать готовой игрой. Потому что режимы мы постепенно получим к концу этого года и в начале следующего, а к концу данного футбольного сезона, я думаю, Konami более чем управится с базой данной игры, и эта игра будет представлять из себя более целостный продукт, нежели год ранее, именно во время глобального обновления в апреле. Конечно, это все также не отменяет вопросов гандикапа, неоправданных забитых голов, каких-то странных поражений, читеров в eFootball, но это разговор уже другой. Возвращаясь же к разговору о том, что Konami вроде как собираются менять курс вновь на консоли и ПК, служат вакансии о том, что Konami ищет в свой штат сотрудников более качественных программистов, которые знакомы с Unreal Engine 5, поскольку игры из серии Silent Hill, обновленные игры, они также будут работать на Unreal Engine 5. А мы все с вами уже давным-давно ждем, когда eFootball перекатится на рельсы Unreal Engine. Сейчас она, конечно, работает на них, но только в полноги. Поэтому открыты вакансии для Silent Hill и все еще давным-давно открыта вакансия для eFootball, которая до сих пор актуальна, может служить тем самым фактом, благодаря которому Konami решили пересмотреть свои приоритеты. Но, зная Konami, все-таки стоит готовиться всегда к худшему, то есть не завышать ожидания. Мы с вами в этом убеждались уже неоднократно, но тем не менее радует, что даже такие предпосылки, они все-таки присутствуют, и с этой студией, оказывается, еще не все так безнадежно. Да, я понимаю вас, этот ролик получился еще более водянистым, чем обычно, но тем не менее я буду рад узнать ваше мнение в комментариях под этим роликом. Ждете ли вы чуда от Konami и стоит ли ожидать перехода студии от мобильных игр к более глобальным проектам для консолей и ПК основательно? Пишите в комментариях. Ну и по традиции, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые, про наши соцсети тоже не забывайте. Ну а у меня на этом все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч.